Приветствую, с вами канал Python Hub Studio, канал по изучению языка программирования Python. И в этом уроке мы с вами поговорим о рекурсии в Python. То есть, как определить с вами рекурсивную функцию. Плюсы-минусы, сравним с циклами. Итак, начнем. Давайте с базового понятия. Что такое рекурсия? По своей сути рекурсия это функция, дадим ей произвольное имя сам. Это функция, которая делает что-либо. Пока что сделаем так. Так, здесь у нас будет сообщение тут. Это функция, которая запускает сама себя. То есть у нее прописан оператор return, обязательное условие. И здесь в операторе return она возвращает свою точку запуска свое же имя, то есть идентификатор объекта этой функции. И вызов самой себя. То есть, что произойдет, если мы с вами запустим, это надуманный пример, так она не используется, но это уже минимальная рекурсивная функция. То есть, функция, запустившись, исполнит какое-то действие и вернет в точку запуска запуск себя. Ну, пусть это будет у нас, прямо здесь ее и запустим. Функция сам. То есть, она первый раз запустившись, отработала, вернула сюда же свой запуск и опять запустилась. И так до бесконечности. Запускаем этот код и посмотрим, что получится. Итак, значит, как мы видим, вывелось большое количество строки тут. И обратите внимание, произошла ошибка. То есть, recursion error. Наша функция запустилась 992 раза и сработал стандартный блокировщик. То есть, достигла максимальная глубина рекурсии. Он установлен в Python по умолчанию на 1000 сработок. То есть, приблизившись где-то к 1000 сработок, рекурсивная функция обрывается при помощи возбужденного исключения. Recursion error. Этот параметр можно изменить. Этого я делать не рекомендую, но все же. Так, запуск функции уберем. Информация об этом просто должна быть. Значит, импортируем модуль sys. И здесь, значит, сразу так в принте, чтобы это было видно. Из модуля sys вызываем с вами функцию get, то есть получить. Вот она. Recursion limit. Запускаем наш код. Итого нам выводится сообщение. То есть лимит установлен на 1000. Есть другая функция, которая делает следующее. Смотрите. Мы опять вызываем модуль sys. Устанавливаем. Так, вызываем функцию set, то есть установить лимит рекурсии. Давайте поставим где-то в 2000. И опять, так, давайте здесь у нас выведем print, какая у нас рекурсия после этого. Так. И опять посмотрим. Так, то есть изначально у нас была рекурсия 1000, теперь рекурсия, после того, как мы изменили, максимальная глубина рекурсии 2000. Делать так я это не рекомендую. 1000 это продуманная цифра, менять ее не нужно. Но все же такая информация, как я уже сказал, должна быть. Так, обратно. Сейчас так, обратно поменяем на 1000. Все. Итого, как я уже сказал, так рекурсивные функции никто не применяет. Обязательно должно быть так называемое базовое условие, когда функция завершит свою работу. То есть сработает следующее. Будет прописан оператор return, который будет возвращать не опять рекурсивный запуск этой же самой функции, а какое-то значение. Давайте запишем здесь следующее. Есть на каком-то примере для начала несложного рассмотрим рекурсивную функцию. В математике есть такое понятие, как факториал числа. В математике он записывается следующим образом. То есть факториал 5 у нас равен произведению чисел 1 умножить на 2, умножить на 3, умножить на 4, умножить на 5. И показывает это из теории вероятности. Как, к примеру, у нас есть на полке, из школы помнится, на полке 5 книг разных, сколькими способами их можно переставить. Итого, ответ, если все это посчитать, будет 120 вариантов перестановок. Давайте запишем рекурсивную функцию, которая будет вычислять факториал числа. Что для этого нам необходимо? Для начала у нас будет запуск этой функции. Она обязательно должна принимать какой-то параметр. Запишем стандартное имя, параметр num, то есть число. Она будет принимать число. Сюда нам нужно будет передавать аргумент. Пусть это у нас сразу будет так, int input. И здесь у нас
Так, введите число. Итак, обратный слэш n. Если пользователь введет число, к примеру, единицу, значит нам вычислять ничего не нужно. Это и будет нашим базовым условием. То есть мы здесь сразу прописываем if параметр нам, то есть меньше или равно единицы, то тогда мы делаем следующее. Мы сразу так return единицу. В ином случае, то есть если это число больше единицы, прописываем оператор else и в нем записываем оператор return, который у нас возвращает рекурсивный запуск функции sum. К примеру, пользователь передал сюда число, вот, к примеру, число 5. Значит, нам необходимо сделать здесь следующее. Смотрите, возвращаем здесь параметр, значение в параметре нам, умноженное на вызов функции sum, только в нее как аргумент идет нам минус 1. То есть, что у нас будет получаться в данном случае? Так, давайте запишем переменную x и сделаем print x. Сейчас произойдет следующее. В первый раз запустившись, функция sum, здесь как аргумент запускается функция put, то есть, грубо говоря, как аргумент попадает число, пятерка. Здесь проверяется пятерка, то есть число меньше или равно единице? Нет. Поэтому код переходит сюда. И здесь срабатывает оператор return. То есть эта функция завершает свою работу, так как у нас здесь пятерка. Пятерка передается сюда. Дальше передается умножение и опять запускается эта функция. То есть только как аргумент уже передается 5 минус 1, то есть четверка. Пропускается. Здесь есть уже 5, сюда возвращается четверка и опять запуск этой функции. Потом сюда попадает, то есть минус 4 минус 1, 3 и так далее, до тех пор, пока не получится здесь единица. А здесь уже получилось. Из-за того, что здесь постоянно возвращается нам 5 умножить на 4 умножить на 3 умножить на 2 и умножить на 1. И в итоге все эти числа перемножаются, и у нас получается ответ 120. Так, введите число. Давайте введем пятерочку, чтобы посмотреть, корректно ли все работает. Ответ 120. То есть, если запустить, опять давайте введем так, 54. Вот такое у нас огромное число получилось. И теперь обращаю ваше внимание. Мы опять вводим число. И так помним, у нас лимит рекурсии в 1000. Давайте введем вот 1000. До 1000 он никогда не доходит. То есть блокировщик ее обрывает всегда до этого. Вводим 1000. Итак, рекурсивный error. То есть максимальная глубина допущена. Python думает, что это неправильный код. То есть где-то произошло зависание программы. Рекурсия в Python на самом деле это, скажем так, возможность, а не обязательное ее использование. Потому что любой алгоритм можно реализовать как при помощи рекурсии, так и при помощи циклов, например, while или for. Давайте это мы с вами сейчас для примера пропишем при помощи цикла while и увидим с вами, скажем так, положительные стороны использования именно циклов, а не рекурсии. Так, давайте дадим имя функции sum2. Она тоже у нас будет принимать параметр нам. Но здесь у нас никакой рекурсии не будет. Мы здесь будем использовать цикл while. Так, сразу отступим. Так, цикл while. Здесь мы записываем сразу переменную count счетчик. Она у нас изначально равна, в данном случае, единица. И здесь мы записываем в условии цикла while. То есть, пока count меньше или равно параметра нам, то мы будем делать следующее. Итак, здесь, естественно, увеличиваем count плюс равно 1 сразу. И здесь нам необходима сразу еще одна переменная. Пусть она будет переменная result, которая изначально у нас тоже единица. И делаем следующее. Здесь в цикле while result умножить равно, то есть перемножаем на значение в переменной count. И после того, как наш цикл достигнет своего лимита,
То есть он начнет с единицы count перемножать, достигнет числа, которого ввел пользователь. Мы с вами делаем return. Значение переменной result. И давайте все это дело запустим и проверим. Так, сразу здесь так, print. В принте запускаем нашу функцию sum2. Так, и чтобы лишнее не писать, передаем сюда пятерку. Проверяем. Так, ответ 120. То есть, к примеру, в данном случае, если мы введем с вами 1000, ошибки никакой не будет, так как цикл while не лимитирован глубиной рекурсии, так как это не рекурсия. Цикл while просто должен быть изначально грамотно прописан, чтобы он достиг своего предела. Так, и у нас выдался результат. Как мы видим, цифра большая, очень так. Называть я ее явно не буду. Но в данном случае использование цикла намного лучше, чем рекурсии. Дальше. Итак, повторюсь еще раз. В Python рекурсия применяется на самом деле достаточно редко, потому что всегда отдается предпочтение итеративному пути, то есть при помощи цикла while или цикла for. Но все же, к примеру, понимание рекурсии на самом деле оно очень важно. То есть вы не знаете, когда наступит момент, когда вам реально пригодится написать рекурсивную функцию. И нам на этом этапе важно понять, как они работают. Давайте напишем еще один пример. Допустим, нам нужна рекурсивная функция, которая возводит число в квадрат. То есть она принимает обязательно в таком случае два аргумента. То есть у нее два параметра. Непосредственно число, которое нужно возвести в квадрат, и, допустим, не в квадрат, а в какую-то степень. То есть, к примеру, и здесь пусть будет у нас степень числа. Дальше здесь. Как мы ее запишем? Сюда, к примеру, будет приходить следующие аргументы. Например, число 5 нам нужно будет возвести в степень 3. Соответственно, пятерку мы трогать никак не будем. Она как сюда пришла, как аргумент в параметр нам. Мы будем ее точно так же возвращать и перемножать. Значит, нам необходимо будет, чтобы наступил конец рекурсии, придумать какую-то точку завершения рекурсии. Мы будем использовать какую-то точку, то есть число, в которое возвести число 5. Она у нас в параметре st. То есть мы здесь записываем, если значение в параметре st станет равным нулю, потому что здесь мы будем его уменьшать каждый раз на 1. И будет происходить следующее. Мы запускаем эту функцию. Так, здесь происходит проверка. st равная нулю. Если нет, то тогда мы с вами переходим в блок else. Здесь эта функция завершается, возвращая в точку вызова значение. Пятерку умножить. Запускается эта функция. Уменьшается значение на 1 в параметре st. То есть, к примеру, было 3, останется 2. Проверка срабатывает. Так, опять не срабатывает. Опять возвращается пятерка. Здесь опять уменьшается значение до тех пор, пока оно не достигнет нуля. То есть здесь в точке вызова получится 5, потом опять умножить на 5 и умножить на 5. Давайте запустим и посмотрим. Так, имя sum2 не найдено, потому что это из цикла. Так, имя sum. Так, и здесь нам необходимо, возвращать здесь сам параметр нам. Итак, все, надеюсь, теперь все нормально. 125. Все работает верно, то есть теперь, к примеру, записав здесь 5 в пятой степени, она нам без проблем посчитает. 3125. И последний важный момент. Обращаю особое внимание на то, что рекурсивная функция обязательно должна запускать саму же себя через оператор return. То есть эта функция завершает свою работу, возвращая в точку запуска, к примеру, какое-то значение или просто запуск самой себя. То есть постоянно в цикле работает всего лишь одна функция. Если вы вдруг где-то видите функцию, к примеру, она там другого вида записана, но сам факт, что в конце последней строчкой без оператора return у нее прописан вызов самой себя. Это называется хвостовая рекурсия. И обратите внимание, оператор return завершает работу функции. Когда она записана без оператора return, то это еще является строкой работы этой функции.
То есть эта функция не завершается, она внутри себя открывает саму же себя. Это, к примеру, точно так же внутри себя открывает себя, то есть получается, скажем так, некая матрешка. Все эти функции накапливаются. От этого страдает процессор, оперативка. Так записывать просто не допускается. Стандартная, нормально записанная рекурсивная функция всегда завершает свою собственную работу при помощи оператора return, запуская саму себя уже здесь, в точке запуска. На этом урок закончен. Тренируйтесь, пишите код. Переходите в группу Facebook «Вопросы и ответы», если задавайте там вопросы, или пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал. До следующих видео. Пока.